Привет всем, с вами Катерина Урук. В этом видео мы поговорим о том, что такое смерть и как разные культуры относятся к этому событию и какие ритуалы и обряды связаны с ней. Ацтецкая мифология. Ацтеки – название народов, населяющих долину Мехико, незадолго до испанского завоевания Мексики в 1921 года. Этот этноним объединяет многие племенные группы, которые говорили на языке натуаль и обнаруживали общие черты культурной общности, хотя и имели свои собственные города-государства и царские династии. Ацтецкая мифология включала в себя большое количество кровавых обрядов и жертвоприношений и, пожалуй, была одна из самых страшных религий. В центре ацтецкой мифологии стоял Мицтлан. Им управлял владыка загробного мира Метлантекутли. Путешествие души в Мицтлан длилось 4 года. Душа умершего проходила между двумя горами, которые нависали над ним, грозя раздавить. Пройти надо было так, чтобы избежать обрушившихся камней и нападения гигантского крокодила и змеи. Затем умерший пересекал 8 пустынь и поднимался на 8 горных пиков. Следующее испытание – ледяной ветер, невиданная сила, который метал в идущего в царство мертвых острые обсидиановые лезвия и огромные валуны. После этого покойник садился на спину маленькой собаки Течече, которая освещала ему путь своими рубиновыми глазами. Последним шагом была переправа через широкую подземную реку. После этого умерший попадал к Метлантекутли, правителю царства мертвых, и приносил ему дары, которые положили в могилу его родственники. Метлантекутли отводил человеку место в одной из 9 преисподней. Метлантекутли изображался в виде окровавленного скелета и человека с зубастым черепом, который поглощает душу умерших. Всегда рядом с ним находилась летучая мышь, паук и сова, а его голова была украшена перьями совы, на шее он носил ожерелье из человеческих глаз. Он обитал со своей супругой, богиней Метлан-Сиуталь, в самой нижней 9-й преисподней Мицтлана, в доме без окон, который называли Тлаль-Шику, либо же пуп земли. Считалось, что он находился далеко на севере. Подданными Мицтлана служили демоны – Цицимеми. Однако помимо Мицтлана существовало еще 2 загробных мира. Для тех, кто умер по причине, связанной с водой, был отдельный загробный мир, который подчинялся богу дождя – Тлалоку. Ацтеки проводили человеческие жертвоприношения и обряды на озере Тес-Коко, топя жертв в воде. Судьба душ умерших в этом случае была связана с природой и элементами воды и попадала в загробный мир бога Тлалока. Тонатио-Хичан, жилище бога солнца Тонатио, предназначалось для тех, кто ушел из жизни в бою в результате жертвоприношения, либо же женщин, которые погибли во время родов. Тонатио-Хичан была огромной долиной с рощами и цветущими садами, в которых души воинов пребывали в постоянном удовольствии и восторге, не испытывая ни грусти, ни боли, ни отвращения. Они жили, вкушая сок цветов, играя в военные симуляторы, как счастливые дети. Когда души проводили 4 года в Тонатио-Хичане, они могли перевоплотиться в колибри или другую птицу с красивым оперением. Они могли также спускаться на землю. Такие птицы назывались Куаотека или люди орла. Почему жертвоприношение играло ключевую роль в ацтекских верованиях? Ацтеки верили, что боги принесли самоотверженную жертву для создания мира, и люди, в свою очередь, должны были приносить свои подношения, включая свои жизни. Жертвоприношения, включая кровавые, считались неотъемлемой частью религиозной практики, укрепляющей связь между земной и загробной жизнью. О-о! Вы досмотрели видео до конца, а это говорит о том, что вам было интересно. Тогда ставьте лайк за мои старания и увидимся скоро.